Друзья, я хочу поделиться с вами одним очень интересным упражнением, которое мы используем в коучинге в средней части нашей работы с клиентом. Если представить движение нашего клиента к цели в виде корабля, который мы снаряжаем в дальнее плавание, то это упражнение скорее похоже на раскрытие парусов, когда яхта уже готова к движению. Прежде чем надувать паруса, очень важно избавляться от якорей, которые держат нас на месте. Тем не менее, возможно, уже сейчас вам будет интересно посмотреть это упражнение, и какую-то его часть вы сможете применить и для себя. А, Анастасия, я хочу, чтобы ты посмотрела на себя 2-3 года назад и назвала несколько вещей, за которые ты благодарна в данный момент себе в прошлой. Я себе благодарна за смелость. Я себе Мгм. благодарна за то, что я пошла против мнения большинства, за то, что я смогла преодолеть свои страхи огромнейшие на тот момент. Не могу сказать, что я их все преодолела. Это постоянная работа. На тот момент были страхи, которые я смогла преодолеть. Я благодарна себе за стойкость, что я прошла через все, что я прошла как последствия этих решений. За веру в себя. Мгм. И за некое видение, пусть и абстрактного, своего будущего, в котором я знала, то есть я что мое настоящее, которое было 2-3 года назад, это не то, что я хочу, что я достойна большего. То есть вот за это. Мгм. Что-нибудь еще, может быть, точечно в своей реализации, в здоровье. За то, что я не останавливалась на пути. Пускай где-то были какие-то паузы, но это было постоянное движение. То есть как ослик в горку. Мгм. Хорошо, здорово. То, что ты назвала, это смелость, стойкость, то, что ты смогла пойти против мнения большинства, это преодоление страхов, вера в себя и видение своего будущего. И то, что ты не останавливаешься, даже когда бывают паузы, но ты все равно продолжаешь идти вперед. Это очень здорово. И теперь давай попробуем упаковать для тебя будущий подарок от тебя нынешний. Что бы ты хотела для себя в будущем? Я хочу, чтобы мое мнение было важно. То есть, и чтобы оно было важно для очень многих людей. То есть, Как авторитет? как сейчас очень много усилий приходится на то, чтобы я доказывала, что то, что я говорю, правда. Вот. А мне хочется, чтобы мои слова сразу же принимали за правду. Мгм. То есть, получается, наработать некий авторитет, да, когда слова не будут подвергаться сомнению, может быть, там какое-то разумное сомнение будет, но мне не надо будет тратить усилия на то, чтобы доказывать что-то. Это прям аж противно, когда приходится доказывать, знаешь, что ты прав. Вот. И это я имею в виду, конечно же, именно в коучинге в первую очередь. То есть быть специалистом – это да, но быть специалистом, который признан людьми. Для этого мне придется совершать ряд определенных действий, быть на виду, быть продуктом своего продукта, продолжать транслировать свою жизнь как жизнь в радостном спокойствии, продолжать достигать определенные вещи. Не знаю, что-то еще. Мгм. Планов много. А ты сказала про спокойную радость, по-моему, да? Да. Или спокойствие. Это можно назвать как эмоциональную регуляцию, например, своего состояния? Эмоциональная регуляция.
как эмоция, которая присутствует постоянно, да. То есть регуляция, она особо... Ну, как бы, понимаешь, это настройка по умолчанию, к которой я даже из любых кризисных ситуаций прихожу. Мгм. Ну, то есть умение возвращать себя в состояние. В этом плане, да, да, да. Мгм. Отлично. Мне кажется, это очень здорово. А, Как ты думаешь, что поможет тебе это получить, реализовать? Планы. Планы, график, помощь других людей, поиск команды определенной, поиск людей, которые в меня поверят. То есть это коммуникации, которые нужно постоянно будет совершать. Как я говорила, быть на виду, транслировать и продолжать работать над собой, конечно же. То есть очищать себя от разных мыслей, которые неправдивы. То есть проводить постоянно работу над собой. Мгм. И А, продолжать учиться еще. Какие эмоции или чувства, состояния помогут тебе Вот достигать? это радостное спокойствие, интерес, любопытство. Интерес, любопытство, наверное, или так. И отсутствие страха, если можно так сказать. То есть, Мгм. наверное, здесь как раз будет срабатывать эмоциональное регулирование, когда у меня есть стратегия привычная страха, да, то есть я должна ее полностью заменить на другую. Проработать эту стратегию. Клево. Мне нравится. Я просто вижу, как это происходит уже сейчас. И получается, что все получится. И из этих эмоций радостного спокойствия, из этого состояния любопытства, интереса, а, как ты думаешь, что ты должна думать, чтобы приходить к этим целям? Мне почему-то хочется сказать, что я крутая. То есть самой себе подтверждать, что я крутая, знаю, как это звучит, но именно это мне дает как бы такой хороший настрой. Ты, может, это Кайфовать от самой себя, то есть кайфовать прямо вот от самой себя, что где-то вспоминая, какой я была и каких я изменений достигла сейчас, это уже заряжает сильно. Думать о том, как еще я могу быть полезна, как еще я могу масштабироваться. Мгм. Мне кажется, очень интересно то, что ты сказала, кайфовать от самой себя. Это можно записать вот прям как в реакцию, что это не только вот просто вот такое планомерное достигаторство и движение к цели, а именно еще когда ты получаешь удовольствие от процесса. Да, я запишу это себе. Окей. М, Отлично. И думаю, что о том, как ты еще можешь быть полезна, как ты еще можешь масштабироваться, и что ты уже крутая, испытывая радостное спокойствие, интерес, любопытство, как ты будешь действовать. Думаю, это будут более масштабные действия в таком случае, то есть без каких-то ограничений с моей стороны. То есть не придумывая себе оправдания, почему я не должна этого делать, да, то есть, соответственно, просто делать. И кайфовать от себя. Кайфовать от себя и придумывать все время что-то новое еще. То есть от этого вдохновения, от кайфа от себя, от кайфа от жизни просто будут рождаться новые идеи постоянно. Мгм.